Володь, я вот что-то не помню. Мы с тобой говорили, помню, что Новгород 2 раза горел. А не в эти ли периоды он горел? Это с язычниками связано. Это когда это 2 раза было, Иван III и Иван IV. Все как под копирку. Дело в том, что по официальной версии истории Новгородскую республику подчинил Московскому княжеству Московии Иван III. И тогда же они были язычниками, новгородцы. Ну, официально это не преподносится, конечно. Официально преподносится, что они были все христианами, и вот эти все погромы, они приписываются, ну, типа неповиновение и такое, 5-10, да. Вот. На самом деле это была борьба с язычеством, потому что, как я говорю, есть документы. У меня в статьях, я их показываю, там все черным по белому написано. Как бороться с ними, там все подробно, алгоритм действий, как на кого наказывать, как бороться, как принуждать, какие службы проводить, кого и как уговаривать. Если невозможно уговорить, уничтожать, там вся инструкция подноготная. То же самое с Иваном Грозным. Самое интересное, что когда самого Ивана Грозного рогатинами припекли, он же сбежал куда потом? К Новгороду прятаться. Он сначала его сжег, разорил, через 2 года прибежал там прятаться, через 2 года. Почему-то он прибежал именно туда, потому что знал, что в другом месте его достанут. Ну, опять же, что касаемо вот этих периодов, Ивана III, Ивана IV, там все такая муть, особенно если взять вот эту печать большую, да, там, во-первых, там подписаны, да, все вот эти вот владения, которые якобы входили в состав Московского царства, да, они не совпадают. Если мы возьмем там крест нарисован, это 8-конечный православный, да, он с чего-то вдруг появляется на большой печати Ивана Грозного, а на малой печати его нету. Потом, после смерти Ивана Грозного, он исчезает и появляется только аж во второй половине XVIII века. И то локально, и не на церквях, а опять только на документах. И если мы поднимаем какие-то документы, рисунки там, например, да, вот, тех же самых церквей или еще чего-то, документооборот уже из других источников или других авторов, там нету этого. А также мы можем совершенно точно сказать, что на территории России как минимум до середины XIX века ни на одной церкви православного креста нету. А если мы возьмем столицу империи, город Санкт-Петербург, где находился царь и Святейший Синод, то до 1905 года ни одной церкви нету с православным крестом. Ни одной. Их и до сих пор нет, потому что все эти церкви охраняются ЮНЕСКО и Минкультом. У нас до сих пор в Санкт-Петербурге ни на одной церкви, исторической церкви, нигде нету православного креста. Все кресты только, они сейчас принято их называть раннехристианскими, но на самом деле это языческие все. Там везде язычество. Куда ни плюнь, одно язычество. Вот. Володь, мы сегодня с тобой добрались до этого руинного острова, очень интересный объект. Твои первые впечатления, я потом, может быть, уточняющий вопрос задам. Мы видим, что там камни разных пород. Если мы предположим официальную версию о том, что это было сделано искусственно, как дань моде на руины, зачем заморачиваться? Понимаешь, у любой постройки должно быть целеуказание. И согласно этому целеуказанию должны прописаны быть энерго- и трудозатраты. Да? Зачем заморачиваться на такое количество разного камня, декора, если ты понимаешь, что это имитация? Смысла в этом нет. Это первая позиция. Вторая позиция, если ты делаешь эту имитацию, условно говоря, руины, да, имитацию, дань моде, да, ты ее будешь из того материала, который доступно и легко обрабатывается. В данном случае пусть это будет мрамор или известняк, да. А там мы пришли к пониманию того, что там твердые породы камня, при этом основание колонн, ствол колонны и капители сделаны из камня, который с высокой степенью вероятности можно говорить о том, что это искусственный камень. Причем основным компонентом у этого камня является кварцит, кварцевая крошка. А связующим, скорее всего, будет мраморная мука и плюс какой-то клей.
Ну вот. Зачем такие сложности? Потому что предмет, материал очень твердый. Вот мы сегодня пробовали кирпич, вот этот, который царский еще крепкий кирпич, да, это он от него крошится и все. Потом я еще какой-то камень там нашел, предположительно доломит. Он тоже оказался мягче. А если бы это был настоящий мрамор, он бы там стерся в мел бы, потому что мрамор это не твердый материал. Ну, вот, то есть это очень твердый. И следов эрозии же нету вообще никаких. Вот он сколько там пролежал, нам говорят, что это середина 19 века, да? Скоро 200 лет, а следов эрозии нету вообще никаких. От слова совсем, вообще нету эрозии, ноль. Так не бывает. Если бы это был мрамор, он бы уже там все, он был весь, он валяется там и все, там дождички, мороз, там, он был в эрозированном состоянии, в сильном, там бы обмылки были бы, а там весь декор читается вообще, даже ни малейшего ничего нету, даже намека нету на эрозию. Соответственно, что мы можем предположить? Мы можем предположить, что это как песня, я его слепил из того, что было, что есть были какие-то останцы, что-то более-менее хорошо сохранилось, вот с этого что-то соорудили, какую-то там систему колоннад подделали, да, вот какую-то имитацию сделали, да. Но говорить о том, что это делалось именно под эту руину, не приходится. Эти трудозатраты, энергорассазы и технические вот этот вот момент, овчинка выделки не стоит, понимаешь, там можно и ниткой арматуру пилить, но так не делают, никто так не строит. Можно ложкой подкоп делать, да, когда у тебя 25 лет, ты сидишь в тюрьме, как граф Монте-Кристо, вот у тебя есть ложка, но строители так не работают, они не ложкой копают, они лопатами копают и пилят не ниткой арматуру, а пилами. То же самое там, если у тебя есть какой-то материал, зачем тебе заморачиваться, когда у тебя есть известковый туф, пудовский камень, да, у тебя есть мрамор, вот, пожалуйста, там вот это русский, альский, там все что угодно, граниты, там же есть граниты, причем две породы гранитов, красный и серый, то есть они компоновали красный и серый граниты для красоты. То есть это, зачем? Если бы это были руины, никто бы не заморачивался на это. Нет, там один элемент сделан из красного гранита, другой из серого гранита. Плюс вот этот материал, и плюс там вот это, еще легкую плиту я нашел. То есть там и известняк тоже есть. И самое главное, что все это стоит на кирпичном основании. С чего вдруг? Если ты заморачиваешься, колонны делаешь из такой сложнейшей технологии, что эти там, он твердый, как гранит, вот этот материал твердый, ну вот, и при этом ставишь это на подушку из кирпича. С чего вдруг? Ну, не бывает такого. Ни один здравомыслящий инженер такого не будет. То есть проекты даже такого не утвердило. То есть это, да, вот в этом случае это конкретный пример того, что я слепил из того, что было. Да. Ты знаешь, что действительно получается, никто не врет. Потому что для тех людей, которые там, горожане ходили, смотрели, да, действительно, привезли, сделали вот это основание, привезли какие-то блоки, все это сложили. Для них это действительно была постройка. Но ты абсолютно прав, могли привезти абсолютно из другого места, что-то более древнее. Из этого, вот как из лего, собрать уже вот эту конструкцию. Ну то же самое, если мы возьмем, например, Староладожский канал, поселок Дубно. Там стоит или 10, или 12 колонн, по-моему, стоит. Да? Вот. Из них 3 из кварцита, а остальные все гранитные. С чего вдруг? Все одинаковые, они одинаковые по форме, но только из разных материалов. Как это так могло получиться? А грибочки, доверши у них, тоже все из кварцита. С чего вдруг? Ну кто так никто не будет делать. Это раз. Во-вторых, это шлюз. Зачем на шлюзе колонны? Это техническое сооружение. Вот им больше делать нечего, да, вот делать колонны вот эти вот из гранита и из кварцита, да? Нет, конечно, это где-то все подбиралось. А мост с колонн с этих? Ну вот, в Петрокрепости то же самое там. Там же целый мост, там 24 колонны гранитные. Вот опоры с этими, там, ну какому идиоту там это придет в голову, спроектируй же, да, иди вытащи гранитные колонны, чтобы сделать опоры моста из них, 24 штуки. А когда они валяются пачками у тебя, конечно, ты их вот подобрал, который вот сделал мост. До сих пор стоит. Так и с другой стороны, мы же знаем массу примеров, вот буквально обсуждали, на той стороне Финского залива пляж, это какой-то там не пляж, а вот где эти гранитные блоки лежат. На фортах тоже многие просто укрепления сделаны из фрагментов каких-то там не декоров, всего. То есть, да, все декорировано. По Питеру валяется как конструктор, либо да. Какие-то блоки, фрагменты чего-то более древнего. Вот чисто, ты прав абсолютно. Ну что, они специально декор делали для того, чтобы набережную положить? Нет, это где-то взяли, просто положили. Ну конечно. Если это техническое сооружение, зачем его декорировать?
Это же не парадная сторона. Вот те же самые форты. Это нам говорят, что это оборонительные сооружения. Они все с декором. Все. Зачем там декор на оборонительном сооружении, если его будут бомбить? Если ты строишь там пушки, ты знаешь, что пушки будут по ним стрелять. Зачем там декор? Опять же, снаряд, он же должен отскакивать, да, то есть наоборот, там зализано все должно быть. А они нет, декор, козырьки, туда-сюда, там вот это все. Зачем? Это чтобы сильнее ударило? Ну, то есть это везде абсурд. Везде абсурд. А когда ты начинаешь понимать, что это собиралось постфактум из того, что есть, ты совершенно, то есть все становится логично, ясно и понятно. Вот. Поэтому так. И самое главное, говорю, это степень эрозии. Ты по степени эрозии можешь определить датировку. Если ты видишь, что эрозии как таковой нету, значит это действительно свежее что-то. А если оно все эрозированное, все растресканное, там, вот, если взять мавзолей Павла I в Павловске, да, сами колонны гранитные, а капители у них мраморные, да. При этом мрамор, как будто его вчера сделали, вообще ноль эрозии, никакой, ни капельки там. А сам основание гранитное, оно все рассыпается, все растресканное, эрозированное, все. Слушай, ну вот мы ползали 2 года назад по этим колоннам. Они эрозированы или они недообработаны? И то, и другое. Там черновая обработка первичная и плюс эрозия. Эрозия проверяется по тем местам, где входили шпуры. Потому что когда входит шпур, это предмет вращения. Он останавливает гладкую, почти зеркальную поверхность. Мы же там никакой гладкой зеркальной поверхности не видим. Мы видим там эрозированную в кавернах структуру. Это значит, что этим колоннам многие сотни лет. Это не 19 век и не 20 век. Если бы это был 19 или 20 век, вот эти следы от шпуров, они были бы гладкие. Они, не говорю, что блестящие, но гладкие. Кстати, Володь, вот тебе ответ. Нашли колонны, хотели дотащить куда-то поставить, не получилось. То, о чем мы говорим. Колонны Финского залива, вот эти, которые мы смотрели. Сообразил, о чем мы говорим? О том, что их для чего и куда предназначались? Да, то есть просто вот нашли там эти колонны, они там, видимо, лежали, хотели их утащить вот так же, вот как руину какую-нибудь сделать. Не получилось утащить. Ну это да, да. То есть обратная версия получается. Ну, у меня версия такая, что я же написал, что значит, откуда их тащили, как они могли попасть в эту точку. Там снайперски нужно туда попасть, потому что там есть несколько отмелей, каменных гряд, мимо которых и не проскочишь. Там вот это, как шаром в лузу в бильярде нужно попасть в этот залив, вот, где они находятся. И там только с одной точки это может быть. А раз с одной точки тоже, почему там везли? Если, допустим, там очень много породы гранита, они серые, во-первых, это не местный камень, там весь камень розовый, а они серые. Серый — это значит более материковый, потому что по мере удаления от берега граниты в основной своей массе переходят от красного к серому. Чем серее, тем более материковый камень. Чем он краснее, тем он ближе мористее, то есть к воде. Вот самые красные — это вообще на островах вот эти вот, вокруг Выборгского залива, там острова, вот это так называется. И даже, у них даже два термина есть: выборгиты и петерлиты. Вот, они и тот, и другой красный, только отличаются степенью вот этой рапа, текстуры. Вот это, ну, правильно говорить, овоидная структура ее называют. Вот по размеру вот этой текстуры рапы их отличают, делят петерлиты и выборгиты. А на самом деле они все красные. Как только уходишь вглубь, тот же самый карьер Возрождения, который сейчас основной под Выборгом, там, в 15 километрах от Выборга, там преимущественно серые породы гранитов. Там есть тоже слегка переходные розовые и переходные от розового к серому, но их мало. А основной карьер, основная добыча идет уже серого. То есть там как раз вот этот стык идет красных, это 15 километров от берега. А эти гранитные колонны, которые вот сейчас, вот, они серые, ну, практически серые. Там, ну, тоже даже не серые, переход от берега. Это значит, что они где-то на участке 5, 10, 15 километров от берега были. А где у нас там? А там только поселок Балтиец. Значит, там надо искать карьер какой-то, откуда они были выработаны. Вот и все. Их везли с этого поселка Балтиец, ну, современный называется Балтиец. Раньше у него было другое название. И там по какой-то причине, там вот что-то, или шторм их загнал, или кто-то их туда загнало, в лузу шар этот загнал. Все, и там они лежат вот преспокойненько, пролежали сколько лет. А то, что там карьер, где мы лазили, вот это вот,
Там розовый гранит, там другая порода гранита. Да, он такой же, с рапой такой же, но он более, поскольку мористый, соответственно, более розовый. Вот и все. Последний тезис, и будем заканчивать. Мне понравилось сегодня твое замечание по поводу НИИ Киев. Да, значит, это моя версия. Я об этом написал еще несколько лет статью. Есть несколько фактов, которые указывают на то, что тот самый знаменитый летописный Киев – это современный Санкт-Петербург. Да? То есть, как бы абсурдно это ни казалось, да, вот так вот. Но если мы начнем делать анализ перекрестный, выводы сами на себя напрашиваются. Объясняю почему. Значит, дело в том, что ни на одной карте ранее середины 16 века Киева вы не найдете, который на Днепре Киев. Нету его, хоть ты убейся. Если ты найдешь Киев на Днепре, хоть на какой-то карте ранее середины 16 века, можешь смело писать в Нобелевский комитет и получишь Нобелевскую премию. Смело. Но нету его. Хотя нам говорят, что ему 1500 лет, Киев это древний город, там, все вот эти, Ярослав Мудрый, все дела, 5-10, его основатель, там еще там. Нету его. Как это так? Нам по официальной версии истории говорят, что там вот его Батый разгромил, сжег, и потом он после этого перестал существовать, и возродили его только уже действительно там, в середине 16 века. Когда был Батый и когда 16 век. Да. То есть, во-первых, с чего вдруг про него вспомнили и начали восстанавливать? С чего вдруг? Почему раньше не сделали? Почему ждали именно середины 16 века? То есть вот эти вот вопросы непонятны. При этом, если мы возьмем киевских князей, выясняется, что как с тем же самым Вещим Олегом, там все очень, очень мутно. Например, тот же Андрей Боголюбский, да, как выясняется, он был, оказывается, не киевским князем, а князем Вышгородским. Но нас официальные историки пытаются уверить, что назывался он Вышгородским по пригороду современного Киева, который там действительно был. Опять же, на старых картах, если мы возьмем того же Артелиуса, да, карты середины 16 века, значит, то мы увидим сначала на Днепре в этом месте появляется именно Вышгород, а уже потом, через какое-то время, у того же Артелиуса рядом с Вышгородом появляется Киев. Но дело в том, что вот этот вот князь Боголюбский, он князь Вышгородский, а не киевский. А если мы начнем изучать, что такое Вышгород и где он находился, мы выясним, оказывается, что значит, в городе Кингисеппе современном значит, есть крепость, и у нее старое название Вышгород. Если мы возьмем город Таллин, то мы узнаем, что раньше Таллин назывался Ревелем. Еще до этого он назывался Колыванью, уже русское слово, Колывань, да? Кстати, Колыванская ваза, да? Понятно, откуда она, да? Не из Сибири, нет. Колыванская ваза, это ее оттуда и приволокли. А еще самое первое название Таллина – Вышгород. И до сих пор центральная часть Таллина так и называется – Вышгород. И именно в Вышгороде сейчас заседает парламент Эстонии. Это никакая не тайна, это все об этом знают. Если мы возьмем непосредственно Киев, как это слово откуда взялось? Нам говорят, что это по имени князя Кия какого-то. Но это одна версия, официальная, да? А если мы возьмем, значит, этимологию этого слова из старофинского языка, то мы узнаем, что Каева или Куева так на старом финском языке именовали русских. Еще второе название, более позднее, Венима, и они до сих пор нас называют Венима. Венима – это слово Венеды. Венеды. Они жили от Карпат до Хибина, это западные славяне, Венеды. Они нас до сих пор так и называют Венедами, но только на финский манер, Венима. А в глубинке вот этой вот карелоязычной там, они нас Каева или Куева. Отсюда и вот эти поселки, значит, современный поселок Куйвази. Значит, он Куйвази стал относительно недавно называться, это вот под Питером. А совсем недавно он еще назывался не Куйвази, а Куйваша на русский манер. А что такое Куйваша? Это если с современного на старый Киевщина. Мы бы сейчас говорили Киевщина, а ранг Куевщина. Соответственно, Киев это просто пограничные русские территории. И на территории Финляндии, на границе с Россией недалеко, есть такой же город.
значит, Ковали. Ковали такой же город есть. То есть все это оттуда же ноги тянутся. Если мы возьмем город Ниен, значит, это якобы крепость Ниен, которая стояла на месте впадания Охты в Неву, якобы еще до основания Петром I города в этих местах. Вот, там раскопки сейчас идут. Если мы возьмем слово Ниен и сравним Ниен и Киев, и там 4 буквы, правильно? Первое совпадение. Второе. 2 гласные буквы И и Е, они создают фонетику. Иен. Теперь возьмем первую букву К и Н. Печатных машинок тогда не было. Как по прописи пишется К и как прописью пишется Н. Если вы это написал, ты запросто К можешь перепутать с Н. Вот то есть у нас же совпадение по количеству, по фонетике и по первой букве. Киен, Ниен. И последняя буква это просто огласовка, окончание, это уже от разного языка, просто прочтение. И все. Вот вам еще одно доказательство того, что Киев это и есть Ниен, старый город. Вот вам, и тогда сразу становится понятным, почему у киевского князя был воевода Олег, который жил в Ладоге. Вот вам Киев, не тот, который за 1500 километров на Днепре, ну вот, а вот он Киев. Вот он Киев, вот она Ладога, между ними 150 километров. Все понятно, логично, ясно. То все становится на свои места.